Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 6 июля, выпуск промежуточный и экстренный. Экстренный, потому что идет война. Мы с вами обсудим важные темы, которые произошли с нашего последнего выпуска. А наш предыдущий выпуск — это был итоги недели с Сергеем Жирновым. И сегодня мы обсудим с вами те события, которые произошли с воскресенья по среду, по сегодня. Ну, давайте начнем с вчерашнего большого известия. Это не совсем новость, вернее новость, но которая относит нас к событиям 15 июня этого года. 15 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня. Обсуждали разные вопросы. Официальный релиз есть на сайте Кремля. Поговорили, договорились якобы укреплять дружбу, сотрудничество и обсудили все темы. В реальности все было немного не так. Японская пресса вчера написала о том, что Путин предлагал Си Цзиньпиню посетить Россию. Си Цзиньпин ответил отказом. Кремль поспешил опровергнуть эту информацию, но мы полностью подтверждаем, это действительно правда. Так и было. Си Цзиньпин действительно отказался посещать Россию. Ну, немножко не так. Давайте немножко в эти события углубимся. Если вы помните, а вы наверняка помните, так как являетесь, скорее всего, читателями нашего телеграм-канала «Генерал СВР», а также мы у нас в роликах обсуждали это, в преддверии этого разговора мы выпустили несколько постов, в котором описали отношение президента России Владимира Путина к китайскому руководству, его обиды за то, что Китай не помогает российскому руководству обходить санкции. Большие надежды питал Владимир Путин на китайских товарищей. Ну, Китай, как считает Владимир Путин, подвел. Китайцы считают совершенно иначе. Китайцы считают, что Владимир Путин виноват сам. И, в принципе, конечно, они правы. Владимир Путин слишком много обещал. На Путина питали большие надежды. Некоторые представители разных стран, и те, которые находятся в руководстве, и те, которые являются просто агентами влияния, публичные персоны в разных странах. Но Владимир Путин всех крупно разочаровал. Блицкрига не произошло, Украина не была захвачена, Украина активно и яростно сопротивляется. Спустя более 4 месяцев войны захвачена полностью, ну давайте говорить объективно, только Луганская область, части Херсонской области, части Запорожской области и части Донецкой области. Перспективы весьма туманны. Тратить 4 месяца, перемалывая людей в мясорубке, погибшими более 40 тысяч. И в результате что? В результате исключительно победа в Луганской области. Ну, не на это рассчитывали ни сам Владимир Путин, будем говорить откровенно, ни его окружение. И, конечно, не те люди, которые за рубежом внимательно смотрят за всеми действиями президента России. Китайские товарищи внимательно смотрели давайте будем опять-таки говорить откровенно, внимательно смотрели за действиями Владимира Путина, и если Путину этот блицкриг удался, если Путин был на коне, если Путину удалось все то, что он планировал, я склоняюсь к мысли, что Китай в той или иной степени поддержал бы Россию. Несомненно, несравнимо более конкретно поддержал бы, чем поддерживает сейчас. Сейчас эта поддержка даже вообще просто назвать невозможно. Так вот, мы уже говорили о том, что Китай отказывается помогать России обходить санкции. Неудачников не любят, в Китае тем более. А президента России Владимира Путина считают откровенным лузером, неудачником. Путин психует, Путин дал распоряжение в своем окружении и тем людям, которые
составляют для него доклады. В этих докладах и при нем имени Си Цзиньпиня не упоминать, ну это примерно как с Навальным, только немножко в другой интерпретации. Не упоминать имя Си Цзиньпиня, а говорить гадость, там дырявый контрацептив называть, скажем так, это мы мягко преподносим. И мы об этом написали. Мы написали несколько постов. Эти посты, можете обратить внимание, опять-таки подхватила мировая пресса, об этом много писали. Писала и китайская пресса. У нас есть четкое понимание, еще раз подчеркиваю, у нас есть четкое понимание, что наша информация была донесена после проверки, естественно. Китайскому руководству наша информация дошла до Си Цзиньпиня. Мы знаем, что Китай через Министерство иностранных дел пытался прояснить ситуацию по этому поводу, задавая неудобные вопросы российскому руководству. Те, естественно, все отрицали. Но вот в разговоре 15 июня, когда Си Цзиньпинь общался с Путиным, Си Цзиньпинь явно дал понять, что он прекрасно осведомлен об отношении Владимира Путина к себе. Разговор проходил в саркастической манере. Си Цзиньпинь в основном издевался, намекая на те или иные аспекты положения дел в российской политике, в мировой политике, то, что касается России. И Путин довольно быстро понял и начал было пытаться умилостивить Си Цзиньпиня. Пытался ему сделать несколько комплиментов, пытался вывести разговор на те темы, которые приятны китайскому лидеру, но не получилось. В итоге президент России попытался выйти на прямой контакт, имеется в виду пригласить его для того, чтобы с глазу на глаз обговорить все темы, которые являются спорными по мнению и Владимира Путина, и китайского руководства, а также прояснить некоторые моменты касательно того, как относится президент России к китайскому руководству, лично к Си Цзиньпиню, и готов Путин был выразить искреннейшее уважение и искренние свои положительные чувства. Си Цзиньпин, все прекрасно понимая и представляя, как обстоят дела в Российской Федерации, как обстоят дела в отношении Путина к китайскому руководству и лично к Си Цзиньпиню, ответил с таким, как бы это правильно сказать, обидным отказом. Отказал так, чтобы Путину было обидно. Именно так. И, конечно, Путин был расстроен и до глубины души категорически не хотел, чтобы эта информация была в прессе. Ну, слава богу, каким-то образом китайские источники передали представителям японской прессы этот посыл. И абсолютно правильно сделали. Каждый должен знать свое место. Да, в китайском руководстве тоже существует кличка для Владимира Путина. Его там называют щенок. Сын собаки. Я немного, может быть, путаюсь в китайских терминах. Щенок собаки дословно звучит название Владимира Путина. Кличка, прозвище. Так что Путин может гордиться, у него тоже есть, о нем тоже думают в китайском руководстве и о нем тоже вспоминают. Может быть, не под благовидными предлогами, но то, чего заслуживает. И надеяться на стабилизацию и улучшение российско-китайских отношений при президенте России Владимире Путине, будет довольно сложно. Довольно сложно. Конечно, китайские товарищи люди прагматичны, и может быть всякое, но я не думаю, что будут значительные подвижки в этой сфере. Мы реально влияем на многие политические процессы, на многие мировые политические процессы, и вы можете видеть по реакции мирового сообщества и многих мировых лидеров на те материалы, которые мы размещаем. Это не первый и не последний пример. Мы часто приводим и подтверждения наших материалов, и вы сами видите воочию, что практически все наши материалы подтверждаются со временем. За редкими случаями, да за редким исключением, когда дело касается там нескольких людей, которые продолжают хранить молчание. Я имею в виду наши материалы, о том, о чем мы рассказываем. Если известно всего нескольким людям, тогда да, тогда возможно подтверждение придется ждать несколько большее количество времени. Все остальное подтверждается.
подтверждается. И большое спасибо, что вы с нами и нас поддерживаете. Хочу сразу вас попросить поставить лайк этому видео. И продолжим. Далее. Шойгу рапортовал о том, что Луганская область взята под контроль российскими войсками. Ну, мы этого уже немножко коснулись. Сколько по времени происходил захват Луганской области? Катастрофически долго. Катастрофически. Более 40 тысяч погибших с российской стороны. Не говоря о погибших мирных жителях на территории Украины. Не говоря о погибших украинских военных. Ну вот и все. Вот это фактически все резюме всей этой кампании. Полностью взята под контроль Луганская область. Так рапортовал псевдо-премьер-министр, извиняюсь, уже путаю, псевдо-министр обороны Сергей Шойгу. Почему Шойгу псевдо-министр обороны? Потому что он фактически не выполняет обязанности министра обороны, он является бутафорной фигурой, он отстранен от принятия любых решений. Он даже не составляет и не участвует в составлении доклада Владимиру Путину. Он не представляет эти доклады, представляет лишь изредка, когда дело касается публичности. Да, для широкой публики он министр обороны и бравый маршал псевдопобеды. Но мы прекрасно знаем, что это, как говорит один известный блогер, который является преступником, я его откровенно недолюблю, поэтому называть его не буду, картонный генерал или картонным маршалом еще и называют Шойгу. Так вот, картонный маршал Победы рапортовал Путину о том, что все в порядке, захвачена Луганская область. Это на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, на среду 6 июля, далеко от правды. Есть еще территории Луганской области, которые не взяты под контроль, которые являются то ли серой зоной, то ли зонами под прикрытием и с присутствием украинских вооруженных сил, извините. И когда Шойгу рапортует, надо понимать, что это спектакль. Это спектакль, в котором участвует и президент России Владимир Путин. Путин является режиссером этого спектакля. Вы могли прекрасно заметить, что в последнее время Шойгу читает все с бумажечки, ему дают бумажки для того, чтобы он не ошибся с текстом, не наговорил лишнего, одел очки, придал нужный антураж, камерную атмосферу этому спектаклю псевдоминистра обороны Сергей Шойгу и, зачитав текст, фактически отрапортовал Владимиру Путину. Наговорил много глупостей, но немного сказал, Путин в ответ сказал немного правды. Путин сказал правду, что генералы рапортуют ему в обход министра обороны, он общается напрямую с генералами, и министр обороны является лишь куклой, петрушка эдакий. И действительно, нет никаких проблем у Путина в общении с генералами. Он их и чехвостит, и хвалит временами, и фактически ведет войну. И все удачи и неудачи этой войны на плечах Владимира Путина. Ну, так как удач практически нет, а неудачи сыпятся одна с другой, и в скором времени посыпятся еще большим количеством, то да, то Владимир Путин, конечно, еще тот счастливчик. Но хотим также напомнить о том, что и Герасимов не исполняет свои обязанности, являясь опять-таки такой же бутафорной фигурой, как и министр обороны Шойгу. По Узбекистану, да, давайте немножко поговорим по теме Узбекистана. Беспорядки были в Узбекистане, беспорядки подавлены. Более подробно разбираться в этих событиях мы пока не будем. Они напрямую не касаются тех тем, которые мы обсуждаем. Мы давайте такое скажем о том, что Путин пообщался с президентом Узбекистана. Перед этим у него было несколько совещаний.
оказывать поддержку Узбекистану не намерен Владимир Путин. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, и вы прекрасно знаете о том, что Узбекистан вышел из ОДКБ. Были идеи у Путина, и у людей, которые принимали участие в совещании, включить в состав ОДКБ Узбекистан в режиме реального времени, что называется, то есть сразу без проволочек, восстановить членство, который раз, и помочь Узбекистану. Но помощи ждать неоткуда. Дело в том, что зонтик для АДКБ организует, конечно, Россия. Без России АДКБ не имеет никакого смысла. Россия не может оказать поддержку никому, потому что сейчас все силы и вооружения находятся на территории Украины, брошены на территорию Украины, и там идет война. А мы с вами, опять-таки, совсем недавно общались и обсуждали ту тему, что президент России заплатил довольно большие деньги, около 5 миллиардов долларов талибам, за то, чтобы они не нападали на Таджикистан. Таким образом спас АДКБ. И сейчас нет никакого смысла в предложениях Узбекистану присоединиться к АДКБ, потому что нет возможности оказать поддержку. Были предложения, в том числе от Путина, исходившие, чтобы поддержку оказала Беларусь. Около 15 тысяч военных было предложено, ну, опять-таки, в стадии обсуждения было предложено отправить белорусских. Лукашенко, как только намекнули на это, дал категорический отказ. Сказал, что вплоть до того, что он выйдет из АДКБ, распсиховался довольно крепко. Это только с одного намека. Можно предположить, что было бы, если бы его попытались нагнуть. Не захотел Лукашенко отправлять практически все свои боеспособные части в Узбекистан. Ну и, видимо, конечно, правильно сделал. В итоге было решено, что никакой помощи существенно оказать Узбекистану нет никаких возможностей, и Путин фактически поговорил с президентом Узбекистана, извиняюсь, и речь идет про Узбекистан, поговорил с президентом Узбекистана и выразил исключительно свою поддержку моральную, и на этом все закончено. Спасая АДКБ, Путин, конечно, спасает свою физиономию. Не было бы войны, можно было бы, конечно, и Узбекистану помочь и привлечь его экстренно в ОДКБ, но все не так, как хочет Владимир Путин, и не так, как он планирует. Так, давайте на этом, наверное, пока все. Мы с вами обязательно еще на этой неделе увидимся, услышимся в пятницу. Ну, по крайней мере, у нас запланирована с вами встреча в пятницу. Будет еще выпуск промежуточный, и, конечно, будет большой выпуск воскресный с Сергеем Жирновым. Я хочу обратить внимание, что выпуски итогов недели с Сергеем Жирновым мы записываем в субботу, поэтому некоторые события, которые произошли после нашей записи и которые мы не успели осветить, мы обязательно освещаем в наших следующих выпусках. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал наш и на канал Генерал СВР на английском. Кто знает и понимает английский, и распространяйте ссылки на этот канал. Это очень важно. Там есть уже на сегодняшний день около 3500 подписчиков. Это немало, как для англоязычного канала. Есть наш резервный канал Генерал СВР Резерв, и есть наш основной канал, конечно, телеграм-канал мы сейчас имеем в виду, телеграм-канал Генерал СВР. Есть наш YouTube канал, есть наш Инстаграм. Все это есть в ссылках, в описании к этому видео ссылки. И подписывайтесь на все наши ресурсы для того, чтобы быть в курсе событий. В резервном канале мы публикуем тексты, которые в основном не перекликаются с нашим основным каналом. В нашем англоязычном канале скоро будут посты, которые касаются иностранных, извиняюсь, других государств, прежде всего англоязычных. И я думаю, там тоже будет что узнать, и будет довольно интересная информация. Так, есть возможность нам помочь. Это прежде всего Patreon и спонсирование этого YouTube канала. Также есть наши криптовалютные кошельки. Помогайте, мы всегда рады любой поддержке.
Да, и мы вас любим, это искренне. Мы с вами обязательно услышимся. Всего доброго, до свидания.